Erwischt, Herr Koschkin. Попались, Геркошкин. Попался. Morgen früh werde ich die Brandstätte ausschaufeln. Завтра утром я буду разгребать пожарище и первым найду ваше тело. Ich werde in Ihre schwarze verkohlte Hand Я вложу в черную обуглившуюся руку красный коралл с вырезанной литерой «Г». Denn nach Begriffen des heroischen Genres muss ein Held ja unbedingt Ведь по законам героического жанра герой, если погибает, то только в схватке с главным негодяем, а не с обычным беглым вором. Wollten Sie heute nicht mal spazieren gehen? И не гулялась вам сегодня. Пошли бы лучше на танцплощадку. Пригласили на вальс фрау Чарушину. У вас была бы чудная ночь. А утром продолжили бы путь по нарисованным мною маршрутам. Какой черт понес вас на Узун-Сырт? Мимо. Не полили бы вы понапрасну, а то вспыхнет раньше времени. Мы договорить не успеем. А ведь хорошая идея с планерами. Кто бы представил, что разбросанная по плато груда металлолома может летать? Зачем стальные руки-крылья? Зачем пламенный мотор, когда есть шелк и ветер? И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам: «Идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю». Ну и что может планер? Да ничего не может. Ну что, бомбу сбросит? Ну и толку от этой бомбы. Как из пушки по воробьям. Восточные люди говорят, если хочешь украсть минарет, сначала вырой колодец. Ты видишь только верхушку минарета, Геркошкин. Вот черт, загорелось. Все, я пошел. Подожди секунду, ты не сказал, кто ты? Вот из-за того, что ты все испортил, не скажу. Пусть тебе будет вдвое мучительнее помирать, не зная, кого проклясть. А помирать тебе придется долго. Ангел, отвернувшийся от Господа, низко падает, Геркошкин. Очень низко. Туда, где плач, скрежет зубов и огонь. Тишлер! Сашенька, молчит ваш Рощин. Молчит. То чуть ли не через каждый час радировал, а сейчас молчит. По нашей договоренности на его молчание есть целые сутки. Извините, ради бога. Валентин Серпионович, я к вам на Большую Михайловскую заглянул. А меня схватили и, ни слова не говоря, привезли сюда. Извините, товарищ Третьяков, извините. Все на нервах. Вы по делу? Тут на имя Боречки бандероль пришла. Ну, я сразу к вам. Ну, еще раз. Извините. Спасибо. Проводите. Так, завтра в актовом зале Дома отдыха ВЧК начнется судебный процесс над группой инженеров и деятелей структуры ОСО «Авиахима». Вход на судебное заседание свободный. Списка обвиняемых. Но ведь Юнкера и Комиссарова в этих списках обвиняемых нет? Почему нет? Не могло не быть. Ялтинский процесс был продолжением Липецкого, а Комиссаров должен был предстать на нем как главный обвиняемый. Председатель следственной комиссии ТОВ Рябченко М.М.
Рябченко. Рябченко, МР. Михаил Родионович. А дом отдыха ВЧК – это бывший Юсуповский дворец. Будущая резиденция Верховного. Что? Страшно, генерал? А тебе? Если я тебе дам автомат, будешь в своих стрелять? Нет, не буду. Еще совсем недавно ты говорил, что встать не можешь, а встал. Говорил, идти не можешь, а шел. Говорил, бежать не будешь, а бежал. Теперь говоришь, стрелять не будешь. Да пошел ты. Люди всегда говорили «не буду». И делали, потому что жить хотели. Ты себя с людьми не равняй. Вон, посвети ему, посмотри. Мы здесь в 19-м годе оборону от Врангеля держали. Вот как написано, так и было. Умирали, но не сдавались. Вот и меня память товарищей моих беззаветных укрепит. А страшно должно быть тебе. Потому что тебя твои же со всеми твоими фашистскими потрохами издадут. Вставай! Вставай! Гнида. Ничего, ребятки, ничего. Скоро должен быть выход. Нет. Нет. Нет! Отсюда им никуда не деться. Я правильно говорю? Правильно. Вперед! Так, стоп! Выгружаемся! Становись! Есть огонь, поджогов и пожаров. Значит так, действуй спокойно, без суеты. Но быстро, быстренько. Степных костров качели маяку. Значит, Треплев и Ганочка на рукав. Вершинин и Бабаев выстроили людей в цепочку, и чтобы вода лилась постоянно. Огонь лесов, ведьм, колдунов. Огонь вождей, алхимиков, пророков. Правильно, товарищ Фельдман. Берете багры и спасаете все, что осталось. Так точно. Неистовое пламя. Мятежи. А ты что стоишь, твою поэтессу, душу мать? Быстро! На рукав! Можно с вами поговорить? Разговоры потом говорить будем. Там товарищ Рощин, то есть товарищ Кошкин, может быть. Кошкин, что ты такое несешь? Коля, какой Кошкин?
Брешешь. Кошкин не мог просто так. Кошкин! Кошкин! Видел Кошкина? Отзови, что ли, Кошкина, видел? Видел Кошкина, то есть? Дай сюда! Воду! Лей воду! Почему это все происходит со мной? Одиночными стреляйте! Одиночными, говорю! Ярошенко! Ну что, черти, сдавайтесь. Ваш командир дано тютю. Чего вы будете за него жизни класть? Гольц нас бросил, сука! Не мог он этого сделать. Да как же не мог? Мы же не арийцы. Все. Мне это надоело. А жизнь нам будет? Какая это будет? Пора заканчивать, ребята. Мы сможем выйти отсюда только так, как вошли. Постереги эту рыбу. Шевельнется, стреляй. Я скоро вернусь, генерал. У нас будет тяжелый разговор. Тут от самого 17-го года тюрьма была, а старик при ней тюремщиком. Ну и при немцах остался служить. Халуй. Мы думали, что он где-то прячется, а он, оказывается, себе дома и сидит. Встань! Свободен. Сиди. Чего с немцем не ушел? А чего мне уходить? Я и от белых не уходил, и от красных, и от немцев в 18-м, и от Врангеля не уходил, и от этих фашистов, будь они неладны. Чего мне бегать? Совесть у меня чиста, службу свою нес исправно. Так в этих камерах подпольщиков наших гноили. Тюрьма, она на то и тюрьма. Это в обычную каталажку можно по пьянке или по глупости загреметь. А в такую тюрьму любого босяка не примут. Только за дело.
За правое дело. Не мне решать, правое оно или неправое. Мое дело тюрьму стеречь. И никто на меня не жаловался. И сидевшие не жаловались, когда выходили большими людьми, становились. Заходили, здрасте всегда говорили. Садись. Процесс над вредителями из Осава Ахима, помнишь? Помню. И даже очень хорошо. Тогда заключенный вместе с охранником сбежал. Как фамилия заключенного? Комиссаров Генрих Оттович. 1342 номер. Как ты все помнишь? А я все помню еще со старого режима. Как он сбежал? Не в мою смену это было. Пришел я вахту принимать, а заключенного в камере нет. И охранника Саватеева тоже нет. Только даже с часовым отсюда уйти никак не можно. Двери у нас очень надежные, старорежимной конструкции. Мейер и сыновья. Тут при князе Юсупове видные погреба были. А в этом отсеке он самые дорогие бутыли держал. Автоматика полная, замки магнитные. Из камеры можно выйти, а из коридора даже с часовым никак. Так ведь как это получилось? Тут без черта никак не обошлось. А что раньше? Никогда не бегали? Один раз было. Опять же не в мою смену. Еще при Врангеле. Сейчас к нему нельзя. Мне нужно с ним поговорить. У кого вы видели эти четки? Я не знаю этого человека. Вы лжете? Нет, я видел четки. А хозяин их нет. Не оборачивайтесь. Но я слышал его голос. Это был Михаил Рябченко. Сбежавшего подпольщика звали Миша Рябченко. Есть кто живой? Тихо. Это хорошо, когда тихо. Ты почему молчишь? Мертвый? Или терпишь? Ты что, грузин? Армянин. Я встречал твоих земляков из зондеркоманды «Дромедар». Я с ними не знаком. А ты, лосось, еще большая сволочь,
чем я думал. Лосось. Зря он назвал меня этим рыбьим именем. Умер бы молча, и ты был бы жив. Да еще и награду получил за спасение генерала. А так, извини. Гражданин Рябченко, бросьте оружие! Рябченко. Об агенте по кличке Лосось контрразведка узнала еще в 1939-м, но выйти на след не удалось. Знали только, что он занимал высокую должность в партийных или хозяйственных органах. В 1941-м у него след мелькнул в Крыму, но началась война, и в этой неразберихе было уже не до Лосося. Вспомнили о нем только в мае 1944-го. Тут же возникает вопрос. Отчего в 1942-м такая неудача в Крыму случилась? Отчего Севастополь пал, когда резервы для обороны оставались? И тут же вспомнили про Лосося. В осажденном Севастополе Рябченко курировал работу подземных заводов, что снаряды делали. Им вечно взрывчатки не хватало, тогда как штольни завода шампанских вин полностью были забиты тротилом, а это сотни вагонов. Или это путаница и неразбериха, а возможно даже прямое вредительство. 30 июля весь этот арсенал неожиданно для всех взлетел на воздух. А Рябченко по этому поводу допрашивали? Конечно. Но только он все свалил на погибшего генерала Трегубова. Сам Рябченко был контужен и попал под завалы. Его партизаны подобрали, соорудили плот и вместе с тяжелораненым майором Рымаковым отправили в море. Там их подобрала наша подводная лодка. Не могу сказать, что генерал на допросах путался. Все убедительно было, но на карандаш все-таки попал. И теперь полгода под наблюдением. Сашенька. Я что, тоже схожу с ума? Мое имя Александр Сомов, капитан пограничных войск. Он же паникер, немецкий шпион, заключенный 131-12 городской тюрьмы Севастополя. На улице Восставших. В июле 42-го Рябченко взорвал склады и ждал себе немцев. Только немцам такой трофей было выгодно держать по другую линию фронта. Отказаться генерал не мог. Чтобы поправдоподобнее обставить его спасение, среди тяжелораненых офицеров был найден майор Рымаков. Ему хирургическим путем укоротили память, а потом вместе с Рябченко подбросили к партизанам. А для чего эта возня с похищением? Ну, скорее всего, Михаил Родионович заметил особое внимание к собственной персоне. Нужно было снять с себя все подозрения. В течение погони генерал изображал из себя неистового коммуниста. В этом ему помогал его давний связной Гольц. А вот последний наивно полагал, что в финале уйдет, оставив Григоряну израненного генерала. А пленные покажут, что генерал вел себя безукоризненно и так далее, и тому подобное. Но истинную концовку знал только Михаил Родионович. Ему нужен был мертвый Гольц. И не просто мертвый, а сраженный его генеральской рукой.
Если бы план сработал, я бы поверил и даже представил бы генерала к награде. Тогда Варябченко прочно сел бы в Ялте и руководил бы операцией прямо под нашим носом. С чего начинать? Сначала, Михаил Родионович, сначала. А если это было очень давно? Это не имеет значения. Ну, тогда я начну сначала. С этой самой камеры. Добрый вечер, сын мой. Уходи. Я не люблю попов. А курить любите? У меня есть прекрасные папиросы фирмы «Малик». Мы пользовались этими папиросами для передачи записок. Это был портсигар моего старого боевого товарища. Вы знаете, что вас скоро расстреляют? Знаю. Я надеюсь, что перед смертью вы захотите исповедаться и вернетесь в лоно Матери Церкви. Я приду завтра. Надеюсь, мы поговорим. В декабре 41-го меня арестовали за то, что я стоял со своим батальоном насмерть в Кишиневе. А еще за то, что я не сдался в плен и с винтовкой вырвался с партбилетом и при погонах. Не расстреляли. Наверняка патроны жалели. Да и к тому же рабсила нужна была для работы в подземелье. В Шампанах. Но потом, когда людей уже наверх стали поднимать, я на очереди последний был. Ну, оно и понятно, раненых-то не совсем всех успели поднять. Рвануло, я выжил. Морду сильно до ноги побила. Но документы уже там. Он моряка мертвого взял. Дальше сам все знаешь. Кто она? Лариса. С греческого переводится «чайка». Вот такая вот моя черная чаечка. Она здешняя. Партизанам здорово помогала в оккупацию. Один грех у нее. Отец грек. Василенко? Мать русская. Здесь оставили. А ее в Казахстан отправить должны были. Ну вот я ее и спрятал в хибаре этой покойницы. Здешний нос туда не совали. Боялись. Так и шла. А когда уже Рымаков со своей кавалькадой нагрянул, тут уж мне пришлось комедию разыграть. А потом уж к себе в подполье поселил. Так это вас Вершинин видел? А Щупкин? Нет. Кто же это к Щупкину с Рымаковым ходил, а? Я ее сама видела. Черная такая. Она ночью из дома Лиды паспортистки выходила. Потом вы ее мертвой нашли. Вы уверены, что это была женщина? Не знаю. Честное слово, не знаю. Я только тень видела. Ну а тебя какого черта в горящий дом понесло? Узнал я, что Филонов ворюга беглый.
У меня на груди татуировка блатная. Такая еще. Не до конца сведенная. Такая только у авторитетов. А он по документам бытовик. А здесь я его и прищучил. Он с Ларисой документы обещал справить. Справил. Только, как назло, ревизии-то не ко времени. А паспорта в бытовке остались. Не дай бог, если кто нашел, так настал конец. Филонов ключи в банке спрятал из-под олифа. Я воспользовался пожаром. Решил все закончить это. А тут ты не оставляешь. Вот на такой вот картоночке из папиросной гильзы я прочитал, что человек, передавший мне эту записку, никакой не священник, а немецкий инженер Генрих Юнкер. И что я могу ему довериться. На следующий день он снова пришел и снова оставил записку, в которой предлагал мне побег взамен на дальнейшее сотрудничество с германской разведкой. И вы согласились? В те годы только дурак не сотрудничал с германской разведкой. Может быть, назвать вам фамилии? Нет, не стоит. Лучше по существу. Святой отец, я должен вас обыскать. На рассвете осужденный должен быть расстрелян. Не хотелось бы недоразумений. Обыскивайте, сын мой. Это ваш долг. Я думаю, заключенный перед смертью захочет исповедаться. Вы оставите нас на несколько минут. Ведь меня обыскали. Кровью не нужно? Чернила надежнее. Я могу передать несчастному крест. Он будет ему опорой в последние часы. Покажите. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это к тебе. Живой. 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 Ну что, какая-то из твоих семей кошачьей жизни отдыхающей кошки? Знаю. Может быть, последний. Почему ты здесь? Пойдем ко мне. Пойдем, тебя перевязать надо нормально. У меня чай, сахар есть, и даже водка есть. Света только нет. На станции что-то случилось. Ну, давно надо было керосин покупать. А мы давай Шнешлер возьмем. Пойдем. Пойдем. Что? Что? Я не знаю, кому принадлежит этот поселок. Ничего. Пойдем ко мне. Пойдем. Пойдем. А вы встречали Юнкера после побега? Нет. Я вернул крест человеку по фамилии Гольц. Юнкера я не видел после побега, но все время чувствовал
его присутствие где-то рядом. К тому же Гольц постоянно передавал от него приветы, а вместе с приветами деньги и оружие. Немцы, кстати, здорово помогали нам в борьбе с Врангелем. И ничего взамен не просили. Ничего. Ну, а когда наши окончательно заняли Крым, меня перевели на партийную работу в Уфу. Потом на Дальний Восток. Я забыл о Гольце и Юнкере. А в 27-м году я получил назначение в Крым и сходу был назначен председателем судебной комиссии на процессе шпионов из Усова и Ахима. Тут одни жалобы, товарищ Рябченко, одни жалобы. Всем встать! Со мной ошибка! Гражданин начальник, прошу вас! Начальник, ошибка ваша воля! Спасите! Гражданин начальник! Если всем внимание уделить, то жизни человеческой не хватит, чтобы разобрать эти жалобы. Гражданин начальник, простите нас! Плохо здесь, больно плохо! Журналистки нет! Гражданин начальник! Избивают! Шифонеры бьют! Гражданин начальник! Житя нет! Прошу вас. Умрет! Гражданин начальник! Не поднимайте! Я хочу исповедаться! Товарищ командир! Начальник! Гражданин начальник! Гражданин начальник! Не бросайте! Товарищ командир! Гражданин начальник! Со мной решать! Не бросайте! Гражданин начальник! Фамилия заключенного была Комиссаров. Но я сразу узнал этот голос. Это был Юнкер. Он написал мне записку о том, что моя расписка о сотрудничестве находится у верного человека и что я получу ее, когда он будет на свободе. Но я чувствовал, что это вранье. Он бы всю оставшуюся жизнь держал меня на крючке. Мне необходимо получить расписку. А я искал расписку потом. Отдай расписку, старый идиот. Вам ее не отдам. Отдашь. Отдашь.
Судья, уходи. Маруэла. Я убил ее. Забрал четки. Зачем, сейчас не помню. А ребенок? А ребенок удрал. Я не догнал его. Я ничего не знаю про ребенка. А на следующий день я отнес крест юнкеру. И на утро его уже не было в камере. Вы дали ему возможность сбежать, но… Нет. Я не дал ему возможности сбежать. Я дал ему возможность исчезнуть. Этот предусмотрительный немец не знал, что после большого крымского землетрясения выход из пещеры завален. Он и сейчас там. Он заслуживает это. Он это заслуживает. Он заставил меня переступить черту. Что делать будем? Весь день сегодня вели меня по ложному следу. Грамотно вели. Единственное, что им не удалось сделать, это прикончить меня. Но я думаю, что скоро они об этом узнают. Рощин молчит, как сыча. А мы вот полы режем. Иначе в это подземное царство не пробраться. И смерти юнкера удостоверить нужно, и вообще непорядок. Ну, где это видно, чтобы под резиденцией вождя неизвестное подземелье было? Вот представь, толщина стали 60 миллиметров, как в танке. Говорит? Говорит. Говорит так, что нам приходится меняться. Мозги закручиваются, невозможно анализировать. Потом просмотрим все стенограммы. Начнем по-настоящему разбираться. Больно? Нормально. Когда маленькая сильно обожглась, не так сильно, как ты, конечно. Но пузырь приличный был. Мне казалось, что если он лопнет, я умру. Ты никуда не пойдешь? Пойду. Мне нужна рация. И вы тоже пойдете. С тобой? Нет. Вы с Ларисой пойдете на КП. Доберетесь до телефона. Позвоните вот по этому номеру. Передадите все, что здесь написано, слово в слово. Ну все. Со мной все будет хорошо. С нами все будет хорошо. Я не могу обещать, что завтра ваша жизнь изменится. Но я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Ты можешь сделать гораздо больше. Если забудешь про нас. Если мы до завтра доживем. Что ты мне можешь обещать, товарищ Кошкин? Встретимся, поговорим.
будете пользоваться? Приходилось. Возьми Рябченко и агента и спускайтесь вниз. Все-таки, как же под землей все неизменно. Будто и 16 лет не прошло. Вы понимаете? Понимаю, понимаю. Это тот крест? Тот самый. Стойте, ребята, стойте. Юнкер всегда держал при себе цианистый калий. Может, и на мою долю осталось. Не спеши. Не спеши. Михаил Родионович, советская власть, гуманная власть. Глядишь, и подарит тебе жизнь, если ты будешь искренен и раскаявшимся. Не спеши. Подарит, говоришь? Хрен ты мне что подаришь. Ты, сука! Это... Что? Это...